В Азию приезжают с разными целями. Кто-то для отдыха, кто-то для бизнеса, а кто-то в поисках местной экзотики. У всех свои цели, и все эти цели добиваются по-разному. Сегодня тема нашего путешествия будут отношения, дружеские отношения, а может быть и личные отношения, которые можно завести в азиатских странах, на примере Филиппин. Вот мы сейчас едем в Маниле, по центральной части города. В городе искать отношения бесполезно. Для этого есть интернет или специальные места, парки, клубы и прочие места, в которых концентрация нужных объектов достаточно высокая. Допустим, вы нашли в интернете, на Фейсбуке или в сайтах знакомств какого-то интересного человека и договорились о встрече. Что вы увидите, когда вы придете на свидание? А увидите вы примерно такую картинку. Перед вами будет сидеть девушка, которая будет рассказывать вам о своих трудностях. И при этом вы заметите одну интересную деталь, что она не соответствует той фотографии, которую разместила в интернете. Вот вы видите пример. Эта девушка рассказывает, что у нее миллион проблем, что ей нужны деньги, нужен настоящий друг, который бескорыстно будет ей во всем помогать. И при этом она будет говорить очень искренне, так искренне, что вы даже начнете ей иногда верить. Вот другое свидание. Эта девушка приехала на свидание на джипе. Она не бедная, она из богатой семьи. Она также отличается от своей фотографии. Но она рассказывает, что ей нужны деньги. Ей тоже нужны деньги, как ни странно. И нужны деньги за работу. Она готова быть личным водителем, гидом, кем угодно. Она готова честно работать, но за это ей нужно обязательно платить. А вот на этом свидании девушка рассказывает о том, какие у нее трудности в жизни. Она растет без родителей, у нее есть дочь, которой надо помогать, и в целом у нее миллион проблем. Но она готова на все. Она готова приходить и днем, и вечером, в любое время, лишь бы был доход. И доход от вас. Это очень интересно. А вот вариант очень замечательный. Эта девушка вообще ни о чем не говорит. Она просто ест и ест. Потому что она пришла на свидание для того, чтобы поесть. И еда – это основная цель встречи с вами. В интернете часто размещают очень живописные фотки. Вот, например, такие. Видите, какие яркие, жизнерадостные, активные девушки размещаются на сайтах, посвященных знакомствам. И все они знакомства ищут бескорыстного. Именно вас они хотят любить. Но вот одна маленькая проблема. Как правило, эти бескорыстные и честные и красивые девушки живут очень далеко, в другой части страны. И чтобы приехать к вам, а они очень хотят к вам приехать, им нужны деньги на билет, которые вы должны выслать, и вы тут же сразу ее увидите. Если вы совсем лопух, если вы совсем не понимаете, о чем идет речь, вы возьмете и вышлите эти деньги. И получите в ответ ничего. Ни денег, ни знакомства, ни встречи, ни свидания. Поэтому эта наивная ловушка до сих пор работает в азиатских странах. Потому что азиатские страны немножко отстали по своему развитию, в том числе и по лохотронам, от европейских. Поэтому используют такие примитивные, старинные методы, как развести на фотографию какого-нибудь дурачка, чтобы он выслал деньги на любую цель. На новый телефон или на билет, чтобы доехать до вас, любимого. И будете ждать потом долго-долго этого счастливого свидания. Но не все так безнадежно. Вы можете уехать из большого города Манилы в какой-то маленький городок, вот такой, как здесь. Это Субик-Бэй. Маленький провинциальный городок, который находится на севере от Манилы, в 4 часах езды на автомобиле. В этом городе населения очень немного. И тут люди не испорченной цивилизацией. Здесь тоже много проблем. Но именно здесь, в таких городках, вы можете встретить какого-то человека, парня или девушку, не испорченного цивилизацией.
Здесь люди более простые, более честные, более прямолинейные, но нет у них интернета, может быть меньше интернета, поэтому встретиться можно только на улице или в каких-то общих местах. А еще лучше заехать вот в такую деревню. Вы видите, это типичная филиппинская деревня, в которой живут люди совсем далекие от цивилизации. Там хорошо, там хороший климат, приятные девушки, вот две из них пошли только что. Люди ездят на трициклах, мотоциклах с коляской, которые являются основным видом транспорта, и живут своими простыми проблемами, а именно поесть, поспать, заработать немножко денег и удачно выйти замуж. Или, может быть, жениться, если вы парень. То есть люди простые, люди, не испорченные цивилизацией, и, может быть, среди этих людей, не испорченных цивилизацией, есть шанс найти то, что вы ищете. А что вы ищете? Вы ищете то, что ищет большинство наивных туристов. Красивую, привлекательную, замечательную, преданную именно вам и больше никому другому девушку, которая до конца жизни будет за вами ходить, которая моложе вас на 100 лет и которая будет любить только вас одного такого замечательного. Причем любить не за ваши деньги или не за ваши успехи в бизнесе, а именно за то, что вы такой душевный человек. И вот в поисках такого объекта, такой любящей красавицы, многие люди едут на Филиппины. Особенно этим страдают западные туристы. В этом городе Цубик-Бэй очень много немцев пенсионного возраста, старческого возраста, которые живут там, наслаждаются климатом, общаются с местным населением и надеются на то, что когда-нибудь кто-нибудь его любимого увидит, пригреет и будет с ним жить до конца его дней. Вот такая вот веселая история про Филиппины. На Филиппинах много интересных вещей. И одна из самых интересных – это иллюзия выбора. Выбора красивой, преданной и яркой женщины, которая будет любить вас до конца ваших дней.